Итак, всем доброй ночи. Привыкайте к новому фону. Теперь, наверное, этот фон будет чаще показываться на экранах страны. Правда, здесь еще будем делать навес. Вот тут, чтобы мой черный кайзер был защищен. Но пока еще снег лежит, и вот с этими делами, пока все закрыты по углам. Но как только уже появится возможность, уже это все осуществится. Пока что наслаждайтесь таинственным зимним лесом. Вы даже не представляете, насколько этот лес бесконечный. Едешь, наверное, где-то минут 40, вот если так прям по периметру. Только потом выходит там трасса, дорога. И вообще это заповедник. Здесь как бы выезжать можно только людям, которые здесь живут. На своем транспорте имею в виду. А так запрещено вообще въезд, выход. Потому что это заповедник. Здесь рубить нельзя. Единственный минус это то, что все время эти шишки падают прямо вот сюда. К нам то на крышу, то во двор. Вот хвойный лес. Сами понимаете, в любом случае это неизбежно. Да, еще скажу, здесь волки обитают. Не знаю, насколько их много, но волки есть. В зимние периоды такие они могут проявиться. В основном нет. Ну, так близко не подходят к домам. Вот это у меня спрашивают, вот что это такое. Вот это избушка. Это такая избушка, сделанная из дерева. Как-нибудь, может, днем более четко увидите. С той стороны вход. Может, для детей сделана такая вот маленькая изба. Да. Итак, дорогие друзья, я дарила и дарю, и буду дарить вам ритуалы, заговоры на разных языках. Я объясняла, почему. Потому что есть этническая часть магии, потому что мы все разные, энергетически разные. Кому-то подходит этот язык, эта энергия, кому-то другая. Ну, как бы там ни было, в любом случае. И я дарила вам заговоры, скоропомощники на армянском, грузинском, на тюркском, на суахили, на языке зулу и так далее, на многих языках. Я не владею 7 языками мира, я владею 4 языками. То есть бегло говорю. Но есть язык магии. Основные слова, которые используются в магии, основные понятия, да, если человек знает, если изучает, если он профессионал, то он может составить на другом языке вполне логичный, сильный заговор, следуя традициям магии именно этого народа. Поэтому не удивляйтесь, что я вам дарила на разных языках, и на монгольском языке, и на разных языках, и они вполне логичные, вполне грамотно составлены литературно, потому что многие языки, на которых я дарю, например, на фарси, на узбекском, на тюркском, да, армянском, грузинском и так далее, здесь подписчики, здесь люди, которые этими языками владеют, то есть разговаривают, это их родной язык. И поэтому они вам могут сказать, что это вполне грамотные, правильно составленные заговоры. Поэтому они работают. Естественно, свой родной язык более других я знаю. И, естественно, здесь даже как бы мне не нужна оценка со стороны, поскольку я прекрасно владею, знаю, что то, что я дарю на тех языках, на которых я разговариваю, они, безусловно, вообще без изъяна.
Я вам дарила заговоры армянских ведьм, армянские скоропомощники, армянские заговоры, армянские ритуалы. Они все сильные, потому что армянский язык самый близкий язык к санскрите. Вот мы все время говорим на санскрите, это вот то означает, мало кто знает вообще, что такое санскрите. Санскрите это про язык, это потерянный язык, это мертвый язык, его нет, точно так же, как латинский. Его не существует в данный момент, но этот язык растворился во всех языках. На санскрите писались веды, то есть самые древние, скажем так, молитвословы, наверное, так правильно переводится, это санскрите. На санскрите писали веды, на санскрите писали древние мудрости, вот те же самые гороскопы, те же самые описания, скажем, характеристик человека и так далее. Это все на санскрите писали древние жрецы, волхвы, знающие люди, вещие люди и так далее. И вот про язык санскрите это как матерь всех языков, и названия, имена, когда говорим мы на санскрите, вот так звучит, то есть первоисточник такой, самый первый источник или самый первый перевод или значение вот этого слова или этого выражения или этого имени, вот такое-то. Это самое близкое к правде и к логике, поскольку это про язык всех народов. Так вот, армянский язык, он, скажем так, по энергии и по элементам, и по произношению, и вообще корни языка армянского уходят напрямую к санскрите. Не забывайте, что в санскрите все-таки родилось как бы именно вот на Востоке, там еще охватывает Индостан, потому что и хинди тоже самый близкий к санскрите язык. Из хинди есть очень много элементов, которые сохранились в армянском языке и на итальянском. Самые близкие родственные народы, это, ну именно имею в виду, которые сохранили санскрите у себя, это армяне, индусы и итальянцы. 3 родственные народы. И вот точно так же латинский язык, который тоже в себе сохранял элементы санскрити, который сейчас мертвый язык, к сожалению, тоже носитель именно санскрити. Вот почему именно многие слова, например, мы говорим, на латине вот это означает, а латинь, она пошла тоже от санскрити. Многие говорят, что я перед тем, как дать заговоры и так далее, очень много рассказываю, разговариваю. Вы знаете, я думаю, что человеку мыслящему, разумному хочется узнать больше. Вообще логику вещей понимать. Зачем я должен читать этот заговор, а не другой? Почему на разных языках, а не на одном можно прочитать и так далее? Я пытаюсь логически объяснить, чтобы вы поняли, что вы делаете и почему. Верить нужно с умом, верить нужно согласно логике, анализируя, не, знаете, не фанатично просто. Вот сказали, значит, так и есть. Вот почему я разъясняю. И человек, скажем так, ограниченный, он хочет по-быстрому что-нибудь такое волшебное, чтобы ему дали, чтобы у него сразу посыпались там бриллианты на голову. А человек разумный хочет понять логику, почему я должен это читать, и что мне это даст, и как мне это поможет, и нужно мне это или нет, и так далее. Вот поэтому делайте выводы. Ограниченным людям хочется сразу по-быстрому какие-то волшебные, какие-то невероятные заговоры, которые сразу его озолотят в то время, как он лежит на диване. А человек разумный, он делает выводы, да, и он хочет логически себе объяснить, зачем мне это нужно, что, к чему мне это приведет, что мне нужно делать, чтобы получить то или иное и прочее. Итак, продолжим с вами армянские заговоры, скоропомощники и прочее, прочее. Созданные на основе более древних знаний, и некоторые из них, скажем, взяты у моих бабушек, потому что частые выражения, которые я у них слышала, я поняла, что это и есть заговоры, такие на все случаи жизни, знаете, такие маленькие заговоры. И я составила определенный список заговоров, армянские заговоры на все случаи жизни, опять же. Лишнего не будет. Знаете, заговоров и ритуалов много не бывает, они все нужны. Все нужны и вам, и вашим поколениям, и вашим детям, внукам и прочее. Вы представьте, сколько, может быть, сотен лет, а может, 1000 лет, а может, и до бесконечности эти работы будут жить после нас с вами даже, и все время приносить энергию богам и счастье людям.
Вот, собственно говоря, наверное, почему меня духи оберегают и, может быть, где-то любят, потому что я обеспечила им энергией на очень много сотен лет вперед. Ну и людям, собственно говоря, спасением в том числе. Итак, я буду читать именно на армянском наречии, то есть правильно произносить именно на армянском. Если вам сложно, подождите, Яна перепишет, я ей все это скидываю, чтобы она правильно написала. Если на другом языке я проверяю, чтобы все было правильно, поэтому не волнуйтесь. Главное здесь не прям вот слово в слово, буква в букву говорить правильно. В основном здесь важна интонация и приближенная, чтобы был смысл тот же самый. На защиту. Если вы боитесь кого-то, если вас преследуют, если вы идете, значит, на суд, если вы дома одни переживаете и так далее. В общем, чтобы вас защитили эти силы, а вашим врагам, наоборот, принесли, скажем так, наказание за то, что они вам вредят. Читать нужно 7 раз. Просто читайте 7 раз, стоя, сидя, в полголоса. Йод-тев, ինձ պահապան, ինձ օգնական, իսկ թշնամուս պատիժ ու ցավ. Еще раз. Йод-тев, ինձ պահապան, ինձ օգնական, իսկ թշնամուս պատիժ ու ցավ. Дальше. Если боитесь, духи страха, айсы, которые приходили и внушали человеку какие-то жуткие страшные мысли, особенно по ночам, или если ребенок боится. Читайте на воду, даете пить. Читайте на воду, пьете сами 6 раз. Айсер, чаркер, чеквек, сев каритак. Сев арамазне харамаюм, хапатаквек. Сев арамаст или дев арамаст или хев арамаст – это, скажем так, черная сторона бога Арамазда, Армази или Ахурамазда, то есть темная сторона бога, который управляет демонами разных мастей и так далее. И когда вы изгоняете их от себя, да, или просите уйти, вы обязательно напоминаете черную, темную сторону Верховного Бога, который может их наказать, если они не послушают. Еще раз. Айсер, чаркер, чеквек, сев каритак, сев арамазне харамаюм, хапатаквек. Если дома начинается злость, ругань и так далее, можете читать в спину, можете зайти, уединиться, читать про себя. Вот где-то 6-13 раз. И все угомонится, успокоится дома. Если муж буянит и так далее, он пойдет спать. Читайте следующим образом. Мутен Луис Дарна Сева Спитаки. Мутен Луис Дарна Сева Спитаки. Если вы хотите своего мужа или сына заставить дома сделать дела, ну, например, без скандала, чтобы он там гвоздь вбил в стенку, или, например, поехал там, что-то привез. Вот бывают моменты, когда мужчины дома вот прям сопротивляются всей силой, не желая ничего делать, чтобы он хозяйничал у себя дома. Читайте постоянно, 7 раз, 12 раз, на еду, на чай, на питье. Постоянно читайте, дайте ему пить. Через некоторое время, вот где-то месяц такой работы, и ваш мужик станет послушный, шелковый, спокойный человек. И будет просто беспрекословно делать то, что вы у него попросите. А читать нужно следующее. Արյուծնիր ձակերին է տեր, դու քո տանը տեր կանգնիր։ Արյուծն իր ձակերին է տեր, դու քո տանը տեր կանգնիր։ Месяц поработать с этим прям плотно. Ну, можно и через несколько дней уже попросить. Но если вы в месяц сделаете, будет результат намного лучше. И не забывайте, периодически это повторяйте. Внушая ему, что он должен хозяйничать в своем доме.
чтобы не встретиться с неприятным человеком. Или, если вы опоздали на работу, чтобы ваш начальник не заметил ваше отсутствие, например, не увидел, как вы только приехали. Или чтобы ГАИ не увидела вас, если вы сели за руль, там забыли права дома, или не хотите вообще с ними встретиться. В общем, от неприятной встречи. Ачкат читесни, ес ач дунзах, ес сар дундашт. Ачкат читесни, ес ач дунзах, ес сар дундашт. Дальше. Чтобы ваше слово прошло, в семье прошло. Вот вы хотите что-то сделать, чтобы все сделали, как вам хочется. Чтобы свекровь не спорила, там соглашалась, муж соглашался, начальник вызвал там на ковер, чтобы получилось как хочешь и так далее. Но учтите, если дома есть человек, который вам противостоит постоянно, и вы хотите его успокоить, изничтожить, там поставить на место, то этот человек должен быть не любим вами, не родной, потому что это слова немножко направлены на вред тому человеку и возвышение ваше. Понимаете? Поэтому подумайте хорошо. Если это заловка, старая дева, оставшаяся дома, которая житья не дает, то можно говорить. Если это муж, не рекомендуем, потому что все же здесь остановка его жизни. То есть вот мне вверх, тебе вниз. Если это ребенок, тем более говорить нельзя. То есть это в случаях, когда человек вам намеренно вредит, распространяет слухи, специально доводит и так далее. То есть чтобы угомонить и наказать, и самой, чтобы подняться, чтобы ваше слово многое значило, а его слово ничего не значило в итоге. Итак, ес сари гагат, дун сев каритак, ес цов, дун чахич. Yes get du sev jur. Yes sari gagat dun sev karitak. Yes tsov dun chahich. Yes get du sev jur. И в итоге слово будет за вами. Читать такой заговор 6-13 раз. Почему я так говорю? Потому что у кого-то энергии хватит 6 раз достаточно, у кого-то нужно чуть побольше, часто читать. Если вас преследует человек на работе, постоянно читайте. Вот уединяйтесь, представьте его лицо, его именно, его самого, и читайте на него. И со временем вы заметите, что его начнут больше ругать, что к нему будет пренебрежительное отношение, а вас, наоборот, будут замечать и поощрять. Если человек действительно вам вредит, только в этом случае сработает. Если человек не виновен, ничего вам не делает, взять на него читать такое не стоит. Всегда старайтесь наказывать кого-либо по справедливости. Понимаете, если хотите, чтобы силы вас услышали, помогли, будьте справедливы, то есть будьте порядочны. Если человек вам ничего плохого не сделал, не вредите этому человеку. Если сделал, пусть получает. Значит, туда ему и дорога. Все, дорогие друзья. Удачи вам, и пусть заговоры на армянском языке, еще раз очередная серия заговоров вам поможет.